Всем привет! Бодрые, вялые, уставшие. Неважно, в каком ты сейчас настроении, важен исход. Он будет всегда одинаковым. У тебя поднимется настроение, будет намного лучше самочувствие, и ты будешь, что ли, как-то веселее, потому что тренировки работают именно таким образом. Они меняют твой химический состав. Сейчас ты одна, а через полчасика будешь совершенно другой. А сегодня мне помогает моя любимая компаньонка Полина. Вы все ее прекрасно знаете. Хай, Даенка. Странно, что без своих вафель пришла, без сырников и даже без леопарда. Вот так. Надела костюм старой Барби сегодня. Встречайте нашу веселую компашку. Полина будет показывать упражнения в полную силу, так как она, уже хоть не очень молодая, но все еще бодрая. Мне уже в 34 недели не положено сильно скакать, но тем не менее я тоже стараюсь поддерживать высокий уровень активности, потому что когда двигаешься, ты не замечаешь, что у тебя где-то болит, ноет, тянет. Короче, отвлекаешься и переключаешься. Даже если вы не беременяшка, пойдем скакать. Ну все, Поль, давай, зарядились. Желаю тебе удачи. Все, будь умницей, будь хорошим примером для наших марафонок. Потребуется только коврик и своя тяжелая тушка. Все, go. Ну что, разогрели свои кальмаровые конечности. Поехали. Присед, хоп, колено. Присед, колено. Полина выполняет в более такой агрессивной манере. Я где-то могу приседать до половины. Если вдруг вы сегодня не в той кондиции, выполняйте, пожалуйста, упражнение за мной. Но, Полина, хоп, тебе нужно, смотри, между животом и коленом как будто разбить кокос. Животом, колено. И толкай. Вдох. Выдох. Вот так. Сейчас мы будем с вами избавляться от лишнего, ненужного напряжения и притягивать к себе новые силы. 45 секунд. Беги. Включай пресс, вовлекай квадрицепсы. Финальный. Закончили подход. Правая нога спереди, левая сзади. Правый кулак бьет невидимому сопернику в живот, в лоб. Вдох, выдох. Обратите внимание, сзади стоящая нога, Полечка, она у меня на носке. На носке. Да, и я приседаю, посмотрите, путь тяги. Растягивай впереди стоящую. Темп. Хоп. А вторая рука, что у вас защищает? Грудь? А надо бы зубы. Локтевой сустав до конца не разгибаем. Смотрите, меня интересует впереди стоящая нога. Напампите ее. Живот, лоб. Сильней. Фух, хорошая зажигалочка. Собрались вот такую морскую звездочку. Вот здесь сзади стоит невидимый чел, который тебя бесит. Локти. Локти. Хоп. Бей. Бей. Кто не может прыгать? Хоп. Хоп. Поля, больше наклони корпус вперед. И локтем. Бей. Я здесь. Хоп. Ну. Помнишь, как я тебя разозлила? Отомсти. Корпус вперед, живот сильный. Мы не размазываем движение, четко работаем. Keep it off. Это значит, не теряй темп, будь в нашем ритме. Бей, бей, дыши. Вот такую бы тренировочку с похмелья вам сделать. Перевернулись. Та нога, которая дальняя. Поставь ее на носок. Перенеси вес тела на впереди стоящую. Медленно. Живот, лоб. Как будто пролазишь под веревку. Присаживайся. 3 осталось. 2. Внимание. Темп. Go. Закачивай впереди стоящее бедро. Надави на него. Тебе нужно ужалить, как кобра. Нападай.
Дожимаем финальные секунды. Надеюсь, у тебя есть с собой запасные ноги. Руки перед собой. Хоп, хоп. Притяни. Тащи к себе, тащи. Я в ногу, вот. Хоп. Это же МС Хаммер. Вот. А теперь давай не как баба Поля. Хоп. Бей, бей. Себе. Тащи, тащи. Двигайся, мозг любит новые движения. Давай, 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 давай. Фу. Норм. Но бывало и бодрее. Руки в намасте. Стопы параллельные. Базовый фронтальный присед. Кик правой ногой. Вдох, правая. Выдох. Вдох, нет поля, поднимаем прямую. Прессом. Медленно. Прессом. Вдох. Стоп. Вдох. Стоп. Медленнее. Slow motion. Что такое хит? Это рваный ритм. Медленно. Стоп. Дайте мне сантиметр. Стоп. Класс. Выше. Это не мах, это силовое выведение бедра силой и прессом. Стоп. Стоп. Доделали. Стоп. Хорошо. Стопы вместе. Ладони в намасте. Правой ногой выполнили приседание в сторону. Вдох. Выдох. Натянули лук. Ритм. Упражнение Амазонка. Не встаем. Мы прокачиваем бедра. Спина идеально прямая, позвоночник длинный. Ноги перекачивают лимфу. Поднимают кровь наверх. Именно в клапанных мышцах выполняют функцию насоса, который прокачивает кровь снизу наверх. Закачивай, закачивай. Ниже еще. Закончили повтор. Встряхнулись. Взбодрились. Руки перед собой. Маленький прыг вперед. Хоп. И. Go. Кто не может, либо кому не рекомендовано прыгать. Вот такой быстрый шаг. Полина, стань боком и отталкивай стенку. Отталкивай. Толкай. Дай 5. Сильней. Как будто хочешь меня повалить. Это новые ладушки для взрослых. Бей, бей. Мягче колени. Ниже, ниже. Хоп. Вниз, вниз. Ниже, мягче. Иначе станешь вообще 160 сантиметров ростом. Мягче. Пам, пам. Давай, давай, давай. Фу. Релакс. Первый есть. Всем восстановление. Кому марш-марш, кому попить, кому в туалет. Я остаюсь с вами. Интервал 45-15, мой любимый. Он очень тяжелый, безумно эффективный для тех, кто хочет прогрессировать. Мы сочетаем силовые элементы, кардио, рваный ритм, статические удержания. Это именно и задает так тренировки такой, знаете, непредсказуемый характер. Ты никогда не знаешь, что будет дальше. Прям как сейчас. Правая спереди, левая сзади. Встану боком.
Присед. Кик. Присед. Кик. Колено в пол. У тебя на голове словно корзинка фруктов, которую нельзя уронить. Это значит, что, поднимая ногу сзади, мы не роняем корпус. У нас ягодичная все время находится в тонусе, натянута. Коленной чашечкой коснись пола. Доделали. Хорошо, впереди стоящее бедро чуть-чуть припеклось. Давайте усилим этот эффект. Встали на ту же правую ногу, левую вывели в сторону, прижали ребра. Движение невысокое. Посмотрите, колено не заваливаем вовнутрь, наоборот, туда, туда. Бей, бей. Это движение как магнит притягивает потоки крови к бедрам, к жировым ловушкам сбоку. Это самые частые места хранилищ. А опорная что испытывает? Огромное давление. Ровная спина. Лопатки вместе. Хоп. Поджала. Терпи. Завтра легче не будет. Будет еще тяжелее. Только плюс чувство вины будет давить, если не доделаешь. Толкать. Толкать. Самые ценные секунды. Вот они, вкусняшечки. Есть. Good work, говорят. Обнимашка? Нет, не надо, ты потная. Темп. Полина выполняет с крестного тюленя. Я более простой вариант. Поля, руки навстречу друг другу, обнимашки с акцентом на грудные мышцы. А теперь не как будто ты вспотела и хочешь проветриться, а сжать, сжать. Представь, что кого-то хочешь придушить своими обнимашками. Бей, резче. Хоп. Вот такие руки убийцы. Сжать, сжать. Класс. Брейкнули. Поменяли сторону. Итак, сплит приседания. Поставьте ногу широко. Вот такие карлики нам не нужны. Колено не должно уходить сильно вперед. Тяни. Задача этого упражнения, в первую очередь, растянуть впереди стоящую ягодичную мышцу. Бицепс бедра. Друзья, это похоже на растяжение очень плотной резинки, поэтому, пожалуйста, не экономьте силы. Тяните до конца. 45 секунд можно вытерпеть что угодно. Основные запасы энергии сконцентрированы как раз-таки в мышцах ног. Вывели себя наверх, встряхнули, привели в порядок. Дали себе отрезвляющего леща. Поля, настроились. Итак, корпус толкнули вперед. Перенесли вес тела. Взглядом зацепись за одну точку. И уже я хочу, чтобы с 15 секунды вы думали, какого черта сейчас происходит. Вот если есть такие панические мысли, что ты не дотянешь раунд, это хороший раунд. Раунд со звездочкой. А что это у нас животики повываливались? Как на курсе для рожениц. Подобрали. Бей, бей. Четко и собрано. Смотри, каждая секунда, проведенная в состоянии дискомфорта, это подъем вверх. Это прогресс. Поэтому предлагаю сейчас дотерпеть. Хорошо. Уже следующий раунд будет на коврике в том числе. Этот нужно додержаться. Итак,
Помните базовый фронтальный присед? Давайте. Вдох. Здесь можно мощнее. Вот сейчас уже мах. Вдох. Выдох. Успевай. Вдох. Выдох. Спина прямая. Бедро перед собой тоже прямое. До уровня пояса. 90 градусов. Оптимально. Еще. И взрыв. Так. Наверх. Движения несложные, абсолютно понятные. Для того, чтобы вам было комфортно. А вот мышцам не очень. Садимся низко. Доделали? Хорошая работа. Чуть-чуть. Чуть-чуть осталось. Поля, готова? Палочка, выбивалочка. Я хочу, чтобы вы сейчас вытрясли из себя всю дурь. Просто выбили ее. Пей. Видели, у нас была на празднике такая пиньята, да? Которую нужно разбивать. Это очень круто. У вас невидимая пиньята. Возьмите палку и как следует размолотите. Возможно, внутри вас ждет новый iPhone, который вы разбили. Сильнее, Поля, замахивайся. Бей всех. Уничтожай. Вот так будет с клиентами, которые напишут, что им не нравится Полина. Молодцы, добивайте. Хорошо. Сейчас чуть-чуть ножки поджарим. Final round. Хочу, чтобы корочка появилась. Давай, Поля, рядышком. Вот такая мама-горилла. Тихонько. Только, друзья, мягко. Я не хочу, чтобы бетонная плита под вами сотрясалась. Мягко. Как котик на лапке. Оп. На кожаной лапке. Вот, Поля, ниже. Оп. Ножки могут у котиков отказывать тоже. В этом смысл. Сейчас мы жжем гликоген. Что такое гликоген? Это сахар. Жженый сахар. Это, знаете, как петушок такой сделать. Конфету из сахара. Поля, выжигай. У тебя красивые худые ноги, но даже в них есть энергия. Не корпусом приседай, а ногами. Это видно, ногами. Фу. Она ругнулась. Мы отдыхаем 1 минуту. Следующий раунд мы проведем с вами на коврике. Он будет изолирующий. Это были упражнения в основном базовые. Что такое базовые? Это движения, которые включают в работу более одного сустава. Ну, то есть 2 хотя бы. А сейчас будет изоляция. Изоляция – это когда берем одну мышечную группу и доводим ее до совершенства. Ну, где у нас больше всего энергии? Конечно же, в бедрищах. Они могут прокормить весь Полоцкий район при желании. Поэтому сейчас, после того, как мы подвигались, пульс достаточно высок, ваши надпочечники уже выделили достаточно стресса. Я предлагаю этот стресс направить в самые жирогенные зоны, которые так спят и видят. О, запасти бы еще сало. Укладываемся, девочки. Поля, не вздыхай так. Она сама вызвалась. Говорит, давай завтра ты меня помучаешь. А меня не надо просить дважды. Вы же не думаете, что нам тоже все нравится, нам хочется прям тренироваться? Каждый день бы только и тренировалась. Мы точно такие же ленивые, чревоугодные обезьяны. Только нам за это платят. Ладонь под плечом. Вывели бедро в сторону. Руку законнектили наверх, удлинили корпус. Рисуй бедром. Круг. Макушкой тянешься вдаль. Рукой тянешься наверх. И прокручиваешь свой тазобедренный сустав, чтобы в 80 лет его не пришлось менять. Вот. И смотрите, вот здесь надо подтянуть груди, подтянуть ягодицу.
такое разогревающее упражнение. Мы накручиваем напряжение. Пожалуйста, тяните ягодичную мышцу. Она же крупная, как кусок старой говядины. Знаете, заказали стейк, а его не откусить. Вот это обидно. А ваши ягодицы должны быть мягкими и сочными. Хорошо, отдохнули. Ногу не меняешь, она же. Опустись на предплечье. На предплечье. 3, 2, 1, go! И радуга. Round 2. Видите, я делаю это не высоко, но абсолютно прямым коленом. Дабл-дабл. И хоп. Кач. Что это за вялая куриная нога? Выпрямить ногу. Носок на себя. Вниз. Поясница сильная. Пресс. Вот здесь работает пресс. Это синергист в данном упражнении. Бей. Ощущение такое, что вы сели на раскаленные угли. Кач. Молодцы. Доделывай. 2. Колено прямое. Сейчас остановлю запись и начнем сначала. 2. Доделала. Бросила эту ногу, бросила. Бедро вывела кзади. Под коленом зажали ватку очень крепко. И выполнили. Кик. Вверх. Кик. Вверх. Тяну. Поджимаю. Темп. Все это выполняется на высоте. С одним ощущением. Вам все время должно тянуть. Если вы заметили, я практически на всех тренировках говорю, как важно растягивать ягодицы. Не потому, что я это придумала, а потому, что это анатомически верно, и это вовлекает волокна в работу. Если вам сейчас не будет больно так, как Полине, вы можете заканчивать тренировку прямо сейчас. Умница. А у Полины была раньше плоская попа. Ужасная такая, такой. Позицию не меняешь, но выполняешь перепрыгивание через веревку. 1, 2. Вот в таком темпе. 3, 4. Проведи ногу по самому высокому уровню. Оп. Вот такое движение через веревочку. А в ягодичной складке ощущение, что вам натерли перцем халапеньо и немножко подожгли. Толкай медленно. Стоп. Переноси бедро на максимальном уровне напряжения, так, чтобы зубы скрипели. Но лицо не напрягай. Молодцы, животики подобрали. Поясница сильная. Вот он. Когда тебя начинает перетрахивать, это круто. Это значит, что гликоген заканчивается. Мы не будем. Поля, поверни свои красивые попами. Натянули руку. 3, 2, 1, go! Round 5. Что за пенсионерская рука? Ну-ка наверх. Вытянуться, держать позицию. Пресс сильный. Макушкой вверх вытянулась. Вот, длинный позвоночник. И крути. Ну что, вы же любите себя накручивать по пустякам? Крутите. Ощущения чудовищные, воистину чудовищные. Поэтому давайте сейчас вместе с этим моментом после занятия к вам придет катарсис, очищение. Дотерпи, Полина, не прощу, если бросишь ногу. Бросили. А у нас двойной кач. 2, настройся. И покажи девчонкам, какая ты крепкая. Бегом. Уже. В сторону ногу. Прямая. И 2, радуга. Тяните ногу к плечу. Девочки, выпрямите колено. Не позволяйте себе работать кочергой. Поля. И 2. И 45 секунд. Не драматизируйте. Это можно вытерпеть. И нужно. И вот сейчас самый момент. Пошел. Давай. 2. Колено вытянула. Это что за сутулая креветка?
Аргентинская. Спина прямая. Еще. 2. 2. Это уже какие-то одиночные несчастные разы, но она старается, правда. У опытных спортсменок отказывают быстрее конечности. Хорошо. Ну что? У нас мах в сторону, помнишь? Вот такой. Пам. Вверх. Натяни и сократи. Давай. 3, 2, 1, go. Это упражнение сочетает в себе две фазы. Да? Первая часть упражнения — тянем ягодицу, а во второй сокращаем ее. Девочки, область вашего воздействия — это именно складка, да? Поджопье, там, где скапливается жир. И чтобы попа поднялась, эту складку нужно наполнить чем-то, кроме жира. Потом покажите свои ягодицы тем людям, которые говорят, что дома ничего не накачаешь. А потом я еще покажу 1005 поп, которые поднялись дома. Толкай, толкай, толкай. Финальный! Все. Final раунд. Для всех final. Итак, согнули ногу, удержали ватку и переносите из стороны в сторону. Только не надо быстро. Давай. Это должно быть killing me softly. Убей меня нежно и медленно. Сейчас ваш мозг обрабатывает огромное количество информации. Ты держишь поясницу, напрягаешь мышцы пресса, вытягиваешь позвоночник. И твоя ягодичная складка молит о пощаде. Доделывай. Вот сейчас мы работаем на качество. Не спеши, думай. Запомни этот момент. You can do it. Сладкие секунды. Еще, мои хорошие. Держитесь. Это вот в такие моменты ты себя особенно ценишь, потому что не сдалась, не бросила. Бросила. Хорошо. Молодцы, все, пожалуйста, восстановите себя, окажите себе скорую ягодичную помощь. У нас остается финальный раунд, он тоже пройдет на коврике, я уже вас пожалею. Вот, в этом раунде будут упражнения кор и ягодицы. Самое лучшее сочетание. Вдохните, потянитесь. И пусть вас порадует мысль, что остался всего лишь один кусочек. Через 8 минут наше занятие завершится. Ну, Полина, может, еще на одно останется. На третье. Видите, как я их дрессирую? Кто там хотел быть феей? Все, Полина кричит: врубай музон. Давайте сделаем это и забудем. Чем сидеть, гонять, как оно будет. Взяли и сделали. Итак, в смысле ложимся? Мы будем сейчас делать самые сексуальные в мире отжимания. С широкой постановкой рук. Смотрите, опираемся на колени. Нет, я не сошла с ума. Я знаю, как делаются отжимания, что корпус должен быть параллелен полу. Но вы просто попробуйте поставить руки за коврик, стойте на коленях. Теперь копчик оттягивайте назад, а локти в сторону. Каждый раз кончиком носа касайся коврика. Вот сделаешь 45 секунд, потом расскажешь, как было. Итак, настроились. Подобрали низ живота. Низ живота сильный. Руками раздвигай под собой коврик. Поехали. Вдох, выдох, вдох, выдох. Локти в сторону, грудные мышцы расходятся. Обязательно кончиком носа нужно клевать прямо в пол. Только, пожалуйста, не разбей. Вот, Полина великолепно показывает. Посмотрите, таз находится ровно над коленями. То есть в этих отжиманиях вы поднимаете вес груди, начинка черепной коробки. Ну и то, что вы сегодня съели. Спокойно. Здесь не нужен высокий темп, здесь нужно качество. Толкай. От этих с виду простых отжиманий безумно болят грудные мышцы, потому что высокая степень растяжения. Финальный.
Закончили. Хорошо, Полиночка Сергеевна оказалась в планочке. В этой планочке выполняет вот такую ящерицу поочередно. Колено подтягивает к плечу, но при этом таз не задирайте вверх. Поехали. Поля, скручивайся, скручивайся. Хочу, чтобы ты скручивалась. Вот. Вот такая ящерица. Это упражнение помогает усилить мышцы спины, облить, да, вот эти боковые мышцы пресса, зубчатые. Хорошо. Поль, покажи, как неправильно. Ну-ка, гору наверх. Вот, смотрите, так не нужно делать. Это же очевидно, что это неправильно. Удерживайте параллель с полом. Кто не может карабкаться вверх, просто вы можете удерживать планку. Еще скручивайся, чтобы прорезались, да, красивые боковушечки пресса. Они же появляются самыми первыми, рождаются. А если вы будете носить высокие лосины, никто не узнает, что у вас жирный живот снизу. Сильней! Молодец. Молодец. Легли на спину, Поль, на спинку скорее перевернулись. 45 секунд. Руки за голову вытянула. Длинный кранч. Стопы давят в пол. Прижала поясницу, поехали. Вот такой кранч. Посмотрите, ребра длинные. Я такие покупаю, свиные пластины ребра. Мясные, но не жирные. Вот. Растягивайте ребра. Девочки, надавите, пожалуйста, затылком на руки. То есть голова свободно не должна двигаться. Поясница прижата, низ живота крепкий. То есть Полина не надувается, как жаба. Вот, удерживайте. Такие упражнения помогают скорректировать диастаз, расхождение мышц, если у вас есть. Но если вам еще предстоит беременность, то, скорее всего, ваши мышцы не разойдутся так сильно, как могли бы. Молодцы. На выдохе. Не спешите. Пресс. Это, как знаете, кислородный баллон. Молодец. Перевернулась в планку. В планке будем выполнять очень простое движение с виду. Стопы в 6 позиции вместе. Тебе нужно 2. Таз не задирай вверх. Колено. 2. Двойное простукивание. Пам. 2, как барабанные палочки. Посмотрите, какая Полина красивая нейтральная поясница, да? Плоские ягодицы. В этом упражнении это то, что нужно. 2. Внимание, сейчас будет сингл. 2. Внимание. 1. Пам. Вот такой темп. Разгоняйся и бей коленями в коврик. Внимание, спринт. Давай. Вот в таком темпе. Просто на финиш. Молодец, Поля, держись. А пресс сожмите в пучок. Сожмите его в пучок. Прям выдавите из него. Сняли. Опора на колени. Одна нога свободна. Будете выбивать кому-нибудь челюсть. Поехали. Работайте корпусом. Закрывайтесь. И потом резко выныривайте. Понял, корпусом сильнее. Хоп. Вот, молодец. Если посмотреть на вас сзади, вы как ракушка. Вот так раскрываетесь. Да. У меня в конце для вас маленький подарочек. Пожалуйста, не уходите, когда я скажу стоп. Вам осталось 2 раза. Полина, наверху стоп. И 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Попные отжимания. Потное отжимание с узкой постановкой рук. Это значит, что на ширине плеч, а локти вдоль тела. Покажем? Go. Вдох, медленно, выдох. Такой восстановительный раунд. Вот, Полина отлично показывает. Поль, только загрузи, пожалуйста, пальцы. Пальцы должны прям побелеть от напряжения. Ты давишь только на косточки, а тебе нужно на всю ладонь. И руки немножко уже поставь, у тебя пошире все-таки плечи. Да. Переносите вес тела вперед. То есть нагрузка, она тяжелая, но посильная. Вот так вы очень быстро себя надрессируете, качественно отжиматься, не прогибая живот, да, удерживая линию позвоночника. Вдохни, на выдохе ощути силу в своих руках. Даже если они уже отказывают, мы это сделаем. 3, 2,
Хорошо, Поля повернулись спинкой, и сейчас будем разбивать. It's in your head. Не спешите опускаться вниз. Наверху сделали стоп, да, чтобы кровь зафиксировалась в ягодицах. Вперед. Вот с этого ракурса, да, хорошо видно, что такое ракушка, которая раскручивается. Обязательно включайте в работу опорную ягодицу. Хорошо. Такая сердечко, Валентинка. Поля умница, Борис, осталось всего лишь один раунд впереди, финальный. И мы с ним справимся. Молодцы. И с ней нужно быстро. Уже внутри, знаете, такое напряжение, уровень стресса подкатывает. Поэтому ваша задача достойно сейчас собрать силы и на 8-м отрезке выдать свои 100%. Пообещай, что будешь стараться. Даже... Да, мы забили побить. Ну ничего, в конце побьем. Нам еще нужно будет побить, помните, 10 раз. Поля, финал раунд у нас будет в планке. В планке. Смотри, 2 коленями. 2. Стоп. Русалочка. 2. Вытянула. Друзья, вытяните резко. 2. Хоп. Пам. Поля 1. Хоп. Вниз, вверх, вниз. Пресс сдавлен в пучок. Прям почувствуйте, как вас внутри связывает. Вниз, вверх. Именно в таком темпе. Держать. Пусть с носа капает. Капает жир. Тяжелое упражнение. У меня, знаете, такая память хорошая. Я помню, как все горит. Хороший вариант. Понимаете, что не справляется, удерживайте планку. Ничего здесь такого нет. Да, и давайте-ка мы додержим. Давайте доделаем, пожалуйста. Моя вина, забыла. Но мы давайте сделаем их. Готовы? Итак, вывели бедро, вытянули. И 10. Вытяни ногу. Поля выше. Не, сначала 10. Избушка хочет к вам передом. Итак, вывели высоко. И 10. Пам. 9. Вытяни ногу. 8. Молодец. 7. Не роняй. 6. Держи. 5. На мою руку целься. 4. Вот сюда. 3. 2. 1. Все. Миссию считать завершенной. Все такая прическа красивая, такая совсем не пушистая. Иди сюда, ползи, моя старость. Фу. Ну что, как я и говорила, настроение прекрасное. Просто взбодрились, согласитесь, не было ни одной посторонней мысли в голове. Просто все думали, какого хрена? Что она творит вообще? Скоро там уже конец. Вот, лучше так, чем оставаться в своем болотце. Мы вас очень любим, поэтому и мучаем. Так всегда. О ком заботишься, с того требуешь много. На кого тебе плевать? Ну, если бы мне было на вас все равно, я бы, наверное, и не пыталась что-то изменить. А так, трудимся. Спасибо всем большое, Поль, ты, как всегда, умница. Старалась, трудилась, показывала девочкам хороший пример. Увидимся на следующем занятии. В жизни обязательно должны быть паузы. Такие паузы, когда с вами ничего не происходит. Когда вы просто сидите и смотрите на мир. А мир смотрит на вас.